Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мария. И это канал для тех, кто изучает русский язык и интересуется русской культурой и литературой. Сегодня я вас приглашаю в киноклуб. В этом видео я вам расскажу об одной советской комедии. Она называется «Бриллиантовая рука». Что значит бриллиант? Бриллиант – это драгоценный камень. Итак, «Бриллиантовая рука». Вы можете посмотреть этот фильм на канале Мосфильм в Ютубе. Мосфильм – это крупнейшая кинокомпания, киностудия. И на этом YouTube-канале Мосфильм есть множество фильмов, российских и советских фильмов на русском языке в оригинале. Итак, давайте я вам немного расскажу об этой комедии. Режиссер комедии Леонид Гайдай. Она вышла в прокат в Советском Союзе в 1968 году. В ней снялись мои два любимых актера. Это Юрий Никулин и Андрей Миронов. Есть очень много советских комедий, в которых они снялись. В последующих видео я вам обязательно о них расскажу. О чем же этот фильм? Я вам вкратце, коротко расскажу сюжет этого фильма. Советский гражданин Семен Семенович Горбунков едет в морское путешествие за границу. Он едет на теплоходе, на лайнере. В порту его провожают его жена и двое детей. И вот на теплоходе Семен Семенович знакомится с очень приятным молодым человеком, которого зовут Геша. И вместе они проводят очень много времени во время путешествия. Несколько дней спустя после начала путешествия теплоход останавливается в Турции, в порту Стамбула. И у пассажиров есть свободное время, чтобы посетить этот город, чтобы осмотреть город. И в этом городе Семен Семенович случайно знакомится с контрабандистами. Как это происходит? Он идет по улице, падает и говорит выражение «черт побери». Это русское выражение, которое мы говорим в разных ситуациях. Например, если я очень удивляюсь чему-то, я могу сказать «черт побери». Например, я вижу кого-то, да, я давно не видела этого человека, и вдруг я его вижу. Я могу сказать «черт побери, кого я вижу?» Или я могу сказать это выражение, когда я злюсь, когда я раздражена. Например, я могу сказать «черт побери, что ты делаешь?» Так вот, в этом фильме Семен Семенович, когда он падает, он говорит «черт побери». Он не знает, что это пароль. Пароль для контрабандистов, которые стоят на улице. Когда контрабандисты слышат это выражение, этот пароль, они понимают,
что Семен Семенович – это тот человек, которого они ждут. Контрабандисты ставят ему гипс и кладут туда золото и бриллианты. Что значит гипс? Когда мы ломаем руку или ногу, когда у нас перелом, это называется перелом, врач нам ставит гипс. Это твердая медицинская повязка. Так вот, Семен Семеновичу ему ставят гипс на руку и кладут внутрь золото и бриллианты. Поэтому фильм называется «Бриллиантовая рука». Семен Семенович возвращается на теплоход, и теперь, когда у него спрашивают, что с ним случилось, что случилось с его рукой, он всегда говорит одну и ту же фразу. Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. В этом фильме вы услышите много раз эту фразу, потому что он постоянно ее повторяет. И даже его жена Надя не знает правду. Она не знает, что находится у него в гипсе. Это комедия, поэтому в ней очень много забавных и смешных ситуаций. Я вам очень рекомендую ее посмотреть. А сейчас давайте мы с вами прочитаем два маленьких диалога из этого фильма. Если вы решите посмотреть этот фильм, то это вам очень поможет, потому что вы будете знать уже, о чем эти два диалога. Первый диалог – это разговор между Семеном Семеновичем и полицейским. В Советском Союзе полицейских называли милиционер. Так что это разговор между Семеном Семеновичем и милиционером. И второй диалог – это разговор Семена и его жены Надежды, потому что она очень переживает. Так что давайте мы прочитаем эти диалоги и посмотрим, о чем они. Итак, начинаем с первого диалога. Горбунков Семен Семенович и Михаил Иванович – это милиционер. Горбунков спрашивает, что же мне теперь делать? Потому что он очень переживает, да? Он не знает, что ему делать. И Михаил Иванович отвечает, ничего, живите, как жили, сами клюнут. Здесь он говорит о контрабандистах, да? О бандитах. Сами клюнут, это значит, что они сами придут, они сами появятся. Не надо ничего делать, не надо их искать. Они будут следить за вами, а мы за ними. И как только попытаются снять, мы их возьмем. Как только попытаются снять гипс, да, забрать у него гипс, забрать бриллианты, мы их возьмем. Это значит, мы поймаем преступников, мы поймаем контрабандистов, мы их остановим, арестуем. И Горбунков говорит, ага, вроде живца. Я вам объясню, что значит живец. Когда мы ходим на рыбалку, да, ловить рыбу, у нас есть удочка, да, это длинная палка, удочка, и на удочке есть крючок. На крючок мы можем
повесить маленькую рыбу, маленькую рыбку и забросить удочку в речку, например. Да? В речку мы забрасываем удочку, и большая рыба приплывает и берет эту маленькую рыбку. Эта маленькая рыбка называется живец. Для того, чтобы поймать крупную рыбу, большую рыбу. Итак, Горбунов говорит: ага, вроде живца. Понимаю, сам рыбак. То есть живец в этом случае, живец — это Горбунков, потому что благодаря этой маленькой рыбке, Горбункову, полиция сможет поймать контрабандистов. Они, конечно, предложат большой выкуп, а я еще поторгуюсь. Выкуп — это деньги. Да? Горбунков думает, что контрабандисты предложат ему деньги, предложат ему выкуп, чтобы получить бриллианты. А я еще поторгуюсь. Торговаться — это значит попросить другую сумму денег. Да? Например, я предлагаю выкуп 1000 рублей, а другой человек мне говорит: нет, 1000 рублей — это очень мало. Я хочу 2000 рублей. Это значит торговаться, когда мы предлагаем другую стоимость, другую сумму денег. Михаил Иванович: не думаю, зачем им себя выдавать. Они же уверены, что вы ничего не знаете. Они попытаются получить свой товар бесплатно и незаметно для вас, да? Чтобы Горбунков не заметил, незаметно для вас. Горбунков: как же можно с человека срезать гипс незаметно? Срезать гипс или снять гипс? Михаил Иванович: можно. Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить. Напоить — это значит сделать так, чтобы человек выпил много алкоголя, да? Напиться, напоить человека. Или усыпить, чтобы человек уснул. Дать ему снотворное. Или оглушить. Оглушить — это стукнуть очень сильно по голове. Человек теряет сознание, и можно снять гипс. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Да, бесчувственное тело, когда человек ничего не чувствует. Когда мы, например, человек напился, он пьяный, он ничего не чувствует. Да, он ничего не понимает, или когда он уснул после того, как выпил снотворное, он тоже не чувствует. Наконец, с трупа. Да, труп. Что значит труп? Это мертвый человек. Тело мертвого человека называется труп. То есть еще один вариант – это снять гипс с трупа. И Горбунков отвечает: угу, с чьего трупа? Он не понял, да, с чьего трупа, чей это труп? Он не понял, что Михаил Иванович говорил про него, что его могут убить и потом снять гипс с его трупа. Михаил Иванович: но я уверен, что до этого не дойдет, что это не случится, что это не произойдет, да, что полицейские остановят, поймают контрабандистов раньше. Вот такой диалог, да, это первый наш диалог. Надеюсь, что все понятно.
значение этих слов. И давайте теперь посмотрим второй диалог. Это между Семен Семеновичем и его женой Надеждой. Вот он, этот диалог. Сейчас я немножечко опущу. Ой, ушла. Давайте сделаем вот так. Второй диалог. Надя, да, Надежда. Сеня. Сеня – это короткое имя от Семен. Семен, Сеня. Скажи все-таки, что у тебя с рукой? Горбунков. Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Да? Это его любимая фраза, которую он постоянно повторяет. Надя, это я уже слышала. Не надо меня щадить. Щадить значит жалеть. Да? Не надо меня жалеть. Пусть самое страшное, но правда. Она хочет услышать правду. Говори, что у тебя с рукой. Горбунков. Я и говорю. Шел по улице, поскользнулся. Ну вот. Надя, не умеешь ты врать, Сеня, да, врать, говорить неправду. Я знаю, что у тебя там. Горбунков. Кто тебе сказал? Надя. У тебя там не закрытый перелом. А что? Что у тебя там? Горбунков. Золото, бриллианты. Да? Он говорит ей правду. Он рассказывает своей жене, что у него в гипсе золото и бриллианты. И что она ему отвечает? Надя, брось эти шуточки, да? Не шути, не смешно, не надо шутить. У тебя там не закрытый, а открытый перелом. Пошли спать. Вот такой маленький еще один диалог между его женой и Семен Семеновичем. Надеюсь, что тоже все понятно в этом диалоге. Я советую вам посмотреть этот фильм. Он очень смешной, забавный. Вы хорошо проведете время. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого-самого доброго, самого лучшего. И до скорых встреч в новом видео. Пока-пока.